Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня видео о продуктовых пустых баночках. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Значит, начинаю я вот с такой баночки. Это, точнее, бутылки. Уксус столовый. Но я использую и для приготовления пищи, точнее, для выпечки, да, когда нужно, если требуется, погасить соду. И для уборки, короче, такая штука незаменимая. Хватает надолго, ну вот сейчас закончилось. Следующее это сода. Ну, соду я тоже использую и в выпечке, и для уборки. Как раз таки вот эту соду покупала недавно и, в общем-то, высыпала в контейнер, где я ее храню. У меня просто старая сода, которая была, ну она как, она не старая, я ее тоже недавно покупала, но я как-то забыла в спешке закрыть банку, и она впитала в себя все запахи. Вот, поэтому пришлось ее в срочном порядке использовать в уборке. Ну и купила, соответственно, новую. Мне еще очень нравится соду в такие пиалки насыпать и ставить в холодильник. Отлично впитывает все запахи. Я еще в холодильник кладу чайные пакеты. Но, знаете, как бы чайные пакеты я могу вот где дверца холодильника, там где-то повесить, а непосредственно на полке я все-таки предпочитаю соды, потому что, ну, чайный пакетик, если он его как-то даже привесить, не дай бог, он упадет, то будет очень не классно. Вместе с конденсатом получится грязь. Следующее, что у меня закончилось, ну еще не до конца закончилось, это вот такие макароны Pasta Collection из Fix Price. Вот такие длинные. И еще, сейчас доберусь до них, мои любимые спиральки. Ну, я их приобрела и пересыпала в банку. Упаковки выкидываю, но спиральки я беру очень давно, они классного качества, мне нравятся. А вот эти, в принципе, тоже как-то брала, но, вы знаете, они... Вроде здесь написано, что и те, и другие варятся 6-8 минут. На деле эти варятся побольше. Ну или, может быть, столько же, а эти как-то быстрее, не знаю. И пока не решила, буду еще эти брать или не буду, потому что эти мне нравятся точно. Также как-то я брала себе, очень давно не покупала, и решила приобрести кильку в томатном соусе. Ну, не знаю, захотелось побаловаться на ужин. Я вообще люблю все связанное с томатами. Мне нравится. Так, значит, разбиралась я на днях в морозилке, и у меня оставался пакет сладкой кукурузы в зернах из Ашана марки «Каждый день». Я пересыпала в контейнер, а пакет выбросила. Вот, выбрасываю. Хорошая кукуруза, она недорогая и очень-очень классная. Ну, просто я где-то год назад покупала сразу несколько упаковок, но сейчас остался один, думаю, что хранить в пакете. Также от этого же производителя шпинат резаный, вот, закончился. Там еще немножко осталось на 1-2 раза. Я тоже в контейнер переложила, чтобы было аккуратнее. Я покупаю шпинат и использую его, когда, знаете, делаю вареники с картошкой. Мне нравится отварить картошку, перемешать это все со шпинатом. Получается вкусно. И упаковки хватает на несколько месяцев, ну, месяца на 4, на 5. Далее у меня закончился сироп. Так, сейчас... Кремовый кокос и мадагаскарская ваниль. Вот такие две бутылочки. Я их как-то брала на пробу в Ашане. Они обычно стоят 79 рублей, а я брала по акции по 49. Мне было интересно попробовать. Вот здесь написано «идеально для кофе». И действительно идеально. Кофе получается суперский. Как бы вот
когда открываешь упаковку, бутылочку, ну, на самом деле, вот сейчас прям пахнет такой ванилькой. Изначально, может быть, был немножко рисковатый аромат, но в кофе раскрывается просто идеально. А вот это я как бы взяла, увидев, что это кокос. Причем там был еще вкус пиноколады, еще что-то. А это вот, ну, как бы кремовый кокос я и взяла. И написано, что, ну типа как на этикетке, вариант готового блюда. Поэтому меня не смутил ни ананас, ни вишня. Хотя вишню я вообще очень люблю во всех ее проявлениях. Вот. Но ананас я люблю сам по себе ананас. То есть либо, так сказать, в свежем виде, либо в консервированном. Но я ненавижу в качестве там ароматизатора в пище, потому что на выходе это имеет какой-то, не знаю, извините за подробность, вкус тошноты. Мне не нравится. Ну, какой-то вот аромат такой неприятный. Ну, а тут взяла, думаю, ладно, действительно, как вариант сервировки указан. Но от кокоса тут было очень мало. Я бы даже сказала, что вишню не ощущала. А вот в основном все дело портил ананас. Поэтому я, честно говоря, вот это не советую. Я использовала в выпечке, пару раз использовала в кофе. В выпечке я вообще ничего не заметила. В кофе такое себе. А вот это я, пожалуй, повторю. И, может быть, даже повторю и за 79 рублей. Очень даже неплохо. Дальше закончилась у меня мексиканская соль. Покупала ее в магазине Озон, заказывала с перцем чили и пряностями. Такая вот упаковочка. Здесь и маленькие отверстия, и одно такое большое. Сейчас скажу, что тут в составе. Соль морская, поваренная, пищевая, мексиканская соль. Так. Перец чили, паприка красная, перец черный, кориандр и чеснок. Ну, в общем, я когда купила, одно время у меня эта соль просто стояла. А тут я как-то, у меня обычная соль закончилась, я вообще ее мало ем, ну, использую. Пошла в пятерочку, купила первую попавшуюся, она оказалась отвратительная. Поэтому, ну, честно говоря, мне лень было идти в магазин и еще что-то выбирать. Я вспомнила, что у меня в запасах есть такая соль, несколько видов. И вот это уже вторая упаковка, которую я использую. И вот эта мексиканская мне понравилась больше всего. Надо запомнить и приобрести еще раз. Дальше закончился у меня хумус Рестория Шеф с кедровыми орешками. Ну, в принципе, прикольная штука. Я как-то около года назад прям, ну, может быть, чуть меньше, подсела на хумус, какое-то время покупала, потом мне это надоело. Ну, а сейчас увидела по 89 рублей по акции, еще что-то поняла, что давно не покупала, ну, вот с удовольствием слопала. Неплохой. Ну, и, в принципе, состав нормальный. Дальше упаковка у меня тут из-под черного хлеба. Хлеб донской, я уже несколько раз его показывала. Очень хороший вкусный хлеб. Белый хлеб я ем редко и, как правило, пеку, если мне очень хочется. А в магазине я покупаю что-то редко. Но вот если беру, то в основном черный. И у меня бывает такими периодами, когда на меня находит, что мне очень хочется черного хлеба. Вот тут недавно была где-то неделя-две, меня прям прорвало на этот хлеб. Вот приобрела в пятерочке. Стоит он, по-моему, 21 рубль. Приправа для супа от марки «Каждый день» из Ашана. Очень классная приправа, мне нравится. Состав: соль, морковь, петрушка, сельдерей, кориандр, укроп, базилик, лавровый лист, майоран, паприка, перец черный, куркума. Ну, в общем, нормальный состав. До того, как приобрести вот эти макароны, я взяла
тоже Fix Price на пробу. Гречневые такие макароны Доктор Натуре. Нормальные. В общем-то, съела с удовольствием. И, кстати, как ни странно, если... вот варятся они быстрее, поэтому если сравнивать вот с этой упаковкой, то эти мне хотя бы по приготовлению нравятся значительно больше. Также у меня упаковка закончилась из-под хлеба медведковский. Вот такая упаковка. Честно говоря, донской мне нравится значительно больше. Но это тоже, в принципе, зашел. Вот у меня еще одна упаковка из-под кукурузы, потому что вот одна была целая, а вторая начатая. Я все пересыпала в контейнер. Так, что еще тут у меня есть интересного? Повидло закончилось абрикосовое от марки «Каждый день». Очень неплохое повидло. 37 рублей стоит. Вполне с блинами, например, еще с чем-то. Состав: сахар, яблочное пюре, абрикосовое пюре, лимонная кислота, пектин, сорбат калия, ароматизатор, экстракт абрикоса, краситель, бета-каротин. В общем-то, ничего особенного. Еще у меня тут закончился черный чай яблоко Мерлин. Честно говоря, я здесь особо аромата яблока точно не заметила. Чай и чай. Скажем так, среднего качества. Пломбир классический золотой стандарт. Тоже, в общем-то, нормальный, неплохой. Бывает гораздо круче, но неплохо. Так, еще я покупала что? Вот эта гречневая крупа из пятерочки, такое себе. Кстати, сегодня мне придется идти в пятерочку за гречкой для собаки, потому что я не была в Ашане и, соответственно, не купила. А когда была, я как раз-таки брать не стала, понадеявшись, что через пару дней туда поеду. Вот. Ладно. Заправка от Маги для харчо закончилась. Классная заправка, я еще приобрела упаковку, мне нравится. Мне хватает такого пакетика раза на 4, а то и на 5, потому что я варю небольшие порции. Я, в принципе, не харчо делаю, просто суп и туда вместо всяких специй добавляю или вместе со специями. Очень классно, могу посоветовать. В Ашане, да и в пятерочке, как правило, 69 рублей цена. Но вот недавно я попала на акцию и повторно взяла по 49. Также пересыпала сахар, который купила в пятерочке. Вот в такой упаковке. Обычно я не люблю сахар брать в бумажной упаковке, особенно именно в пятерочке, потому что там вообще хранение, видимо, на складе совершенно отвратительное. И в таких упаковках сахар, как правило, сырой, либо вот уже с такими комками и с неприятным запахом. Но здесь, как ни странно, ни комков не было, и сахар весь такой сухой, рассыпчатый, никаких посторонних запахов нет. В общем-то, повезло. Еще одна упаковка из-под гречки, вот как раз-таки марки «Каждый день». Эта гречка очень хорошая. Она стоит, кстати, дешевле, чем в пятерочке, но, правда, здесь и на 100 грамм меньше. Но качество значительно лучше. И это замечаю не только я, но в том числе и собака. Также компотная смесь у меня закончилась от марки «Каждый день». Вообще, как я понимаю, она у них то ли нескольких видов вроде бы. Потому что, прошу прощения, иногда у них бывает и на упаковке, и, естественно, в самом пакете слива в том числе. Здесь ее не было. Здесь на упаковке вот яблоко, вишня, клубника, смородина. В общем-то, все это есть. Яблоко порезано мелкими кусочками, что очень хорошо. Хорошая смесь. Но я ее брала не на компот, я делала чайный пирог, пекла, и туда добавила вот эти ягодки.
очень даже хорошая смесь. Вафельные листы от марки «Каждый день». Цена у них 25 рублей. Отличные. Я, например, в том году делала мороженое. И брала форму для выпечки такую силиконовую, длинную. Клала лист, вырезала. А потом мороженое, иногда даже слоями разных цветов. И сверху еще вафлю. Получалось очень классно. Ну и, в общем-то, чем угодно можно промазывать эти листы. Так, еще одна у меня упаковка кофе Якобс Меликано. Это я на прогулку с собой брала, покупала. В Ашане 12 рублей такой стик стоит. Кофе очень хороший. Это несмотря на то, что я терпеть не могу растворимый кофе. И всегда пью или в зернах, или вот этот вот уже молотый покупаю в таких упаковках. Черная карта, которая, где 100% арабика. Но Якобс растворимый, как оказалось, очень даже неплохой. И я попробовала даже без сахара, потому что я кофе пью крепкий и без сахара. Но если мне где-то доводится пить растворимый, я стараюсь сахар добавить. Но здесь очень даже без сахара идет. Так что на прогулке буду брать. Так, следующее. Как раз таки мой любимый кофе «Черная карта». Вот всегда беру в таких упаковках. Сейчас еще, по счастью, фикс прайс можно взять за 99 рублей, потому что в Ашане уже 199 такой кофе стоит, но очень достойный. Просто вообще супер. Не знаю, у меня кофе идет в огромных количествах. Я вроде только в конце месяца, даже я бы буквально там за несколько дней открыла пачку кофе, у меня уже почти закончилось. В принципе, такие пачки рекомендуется выпивать за неделю, в том смысле, чтобы кофе не выветривался. Но я его у меня сейчас нет вакуумной банки, но в любом случае я и в пакеты с зажимом, и в холодильнике храню, поэтому в целом-то все нормально. Я бы даже сказала, 2,5-3 недели он выдерживает. Так, еще я дарницкий хлеб тоже покупала как-то. Знаете, нормально. Мне на тот момент, вот если бы я, не знаю, вот сейчас бы, может, я бы его и не стала есть. Но я сейчас и не хочу хлеб. А тогда мне зашло. Но если с донским сравнивать, тот самый лучший. Так, теперь... вот еще одна упаковка Якобс Меликано. И теперь, наверное, что тут еще? Остались всякие заправки салатные. И вот еще у меня... Я тут на прогулке беру. Тростниковый сахар покупала. Прикольно. В общем, в Ашане меня что-то пробрало. Давно смотрела на такие вот заправки. Так, у меня тут немножко кофе просыпался. Я прошу прощения. Вот. Я вообще представляла, не читала состав, я думала, что они такие какие-нибудь прозрачные, такие. Вот. Но в итоге, по итогу оказалась заправка только вот эта цитрусовая, прозрачная, то есть не майонезная, ничего такого. Здесь концентрированная, вода, сок апельсина, лимона, сахар, соль, уксусная кислота, лимонная кислота, лавровый лист, паприка, сладкая молотая, перец черный, перец чили, укроп. И единственный стабилизатор – ксантановая камедь и глутамат натрия. Еще бензоат натрия. Дело не в этом. Заправка очень хорошая. Мне ее хватило раз на 5, на 6, потому что я буквально так сверху чуть-чуть добавляю. Классный вкус, она такая желтая, прозрачная. Действительно сок. Очень классно. Вот эту покупку я, пожалуй, повторю. Что касается всего остального, я повторять не буду. Хотя что-то мне понравилось, что-то мне не понравилось. А теперь бы вспомнить. В общем, учитывая, что я их не возьму, потому что они как майонез. Вот эта имбирная заправка мне не понравилась. Она такая... там чувствуется, конечно, имбирь, но в основном там что-то такое неприятное. И, я не советую.
Цезарь, заправка для салата ашан с птичкой, это я могу посоветовать. Ну, кто, в принципе, всякие майонез и прочее употребляет, то в целом могу посоветовать, на вкус очень даже прилично. Это заправка для салата, ну, в принципе, неплохая. Не скажу, что вау, но неплохо. Можно взять, если, опять же, вы любите там майонез и тому подобное. Вот эта имбирная заправка с инсой мне очень понравилась. Тут имбирь чувствуется, но как бы вообще само по себе очень на вкус классно. Ну, тут... Но опять же, да, масло подсолнечное, тому подобное. Понятно, что подсолнечное масло я в любом случае так или иначе использую, но когда из этого делают майонез, это уже, да, такая адская смесь. Вот, поэтому, если нужна какая-то заправка вот имбирная, я могу вот эту посоветовать. Вот это мне не понравилось. Хотя, казалось бы, да, там что у меня еще? Цитрусовая от того же производителя хорошая, но да и вот это неплохо. Ну, тут уже дело вкуса, но вот если выбирать имбирную, то, скорее всего, это. Ну что ж, если данное видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения во всем. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.